Я приветствую всех, кто заглянул на канал Творяшки-вытворяшки на платформе YouTube и на канал Визаша на платформе Яндекс Дзен и ВКонтакте ВК Видео. Я приветствую вас, друзья, на своем канале. Меня зовут Наташа, и сегодня я предлагаю вам связать вот таких чудесных бабочек крючком. Вяжутся очень легко, очень просто, подходит для начинающих вязальщиц и вязальщиков, кто только начинает свои познания в крючке. Я уверена, что вам понравится. Бабочка получается просто великолепная, чудесная. Вяжется быстро, на одном дыхании. Я рекомендую вам, если вы зашли ко мне в гости, остановиться и связать вместе со мной таких чудесных бабочек. Я их связала, как вы видите, в разной цветовой гамме, а ободочки, вот эти вот, последний рядок, делала одинаковой нитью. Но варианты возможны. Вы можете вязать с каких угодно ниточек, можете вязать с остатков, если вы уже вязальщица, которая вяжет, и у вас уже есть какие-то проекты, у вас остались ниточки, вы можете их использовать для таких чудесных бабочек. Ну, а куда мы можем их использовать, эти бабочек? Конечно, мы можем использовать их как подвеска на сумку. Мы можем использовать их, например, для украшения нашей комнаты, потому что у нас впереди лето, и украсить свою комнату такими нежными бабочками. Можно еще связать цветы и вот такую композицию составить, очень красивую, для того, чтобы она радовала нас. Я понимаю, что летом есть настоящие цветы, и можно поставить настоящие цветы. Почему нет? Можно и настоящие, а в дополнение не настоящие же бабочки к нам запускать. Вот можно связать такие бабочки. Про ниточки теперь скажу. Этих конкретно бабочек я вязала из ниточек Yarnart Art Jeans. У меня в остатках много таких ниток, потому что я вяжу игрушки на канале Визаша, YouTube-канале Визаша. Ссылочка будет в описании. Кому интересно, вы можете пройти посмотреть. И у меня много таких ниточек остается в остатках. Поэтому я использовала вот такие ниточки. Но, как вы понимаете, да, все возможно. Можно вязать с любых ниток и потоньше, и потолще. Вот, например, такие ниточки. Отодвину немножечко эту красоту. Например, вот такие ниточки. Это у нас Yarnart Art Violet. Я вязала такую бабочку и показывала видео в предыдущее вот видео, которое вышло на канале Творяшки-вытворяшки. Там я вязала в подарок сумочку, и вот из таких нитей вязала бабочку. Вы можете посмотреть, как выглядит такая бабочка из таких вот ниточек тоненьких. Это у нас совсем тоненькая ниточка. Сколько здесь метраж? У нас в 50 граммах 282 метра. Это тоже у меня Yarnart Art Violet. Ну, таких много ниток, и однотонные, разные всякие можно подобрать. Можно и любые, пехорка есть, кружевница, тоненькие. Какие вам захочется использовать ниточки. Это хлопок у нас, да. Дальше, вот, например, у меня в остатке это Yarnart Art Flower. Что-то я вязала, и у меня в остатке осталось. В общем, как вы поняли, сейчас вам еще покажу. Сейчас ниточку. Вот у меня целая коробка. Большая коробка вот с остатками ниток. Тут у меня, конечно, нет никакого порядка в этой коробке. И вот я подобрала себе по цветовой гамме те ниточки, с какие я хочу, и связала своих бабочек. А вот. Сейчас мы будем связать с вами бабочку тоже из таких же ниточек, вот из таких ниточек, но только я уже буду вязать голубого цвета. У вас на камере цвет очень насыщенный, на самом деле он такой нежно-голубой цвет в остатках у меня. И все тот же вот такой вот цвет у меня будет ободочек, самый последний ряд. Потому что я хочу составить такую, как гирлянду, и подвесить, либо за люстру подвесить. Лампочки у меня LED, они не нагреваются, поэтому можно подвесить. Либо, например, за карниз, где висят гардины, тоже можно связать. Тогда еще больше надо бабочек навязать, связать. Вот. Ну, давайте приступим. Давайте свяжем. А уже какие-нибудь... еще хотела вам один вариант показать. Думаю, что он будет очень интересный и симпатичный. Это если добавить... Сейчас я пошуршу немножечко, простите.
Вот. Если добавить вот такую вот нить с пайетками, вот эту вот ниточку с пайетками, взять ту же самую нить Бернард Арт Виолет и соединить вместе. И связать тоже можно. Я думаю, что будет очень тоже красивая бабочка. Тоже либо как подвеска на сумку. Красиво будет смотреться ниточка, поблескивать. И вот чудесным образом можно проявить какое-то свое творчество в какой-то такой элементарной вещи. Ну, не знаю, бабочку вещью назвать сложно, но в элементарном таком вязании, да? Вот. Все, про ниточки я сказала. Далее крючок. Я вязала крючком номер 3. Если хотите, чтобы бабочка была еще более ажурная, почему не фокусируется так? Почему фокус не фокусируется? 3 миллиметра, в общем, у меня крючок. Вот, и что еще хотела вам сказать. Можете, да, если хотите, чтобы она была еще более воздушная, можете взять 3,5-4, экспериментируйте, попробуйте. И такой крючок, какой вам больше понравится. Еще хотела сказать, что такую бабочку можно связать и из шнура. Вот, например, хлопковый шнур. Обычный хлопковый шнур, здесь, наверное, 3 миллиметра или 2 миллиметра. Он не тянется, ничего. Будет прекрасная бабочка в качестве обвеса для сумки. Замечательная бабочка будет. Так, ну все, приступаем к вязанию бабочки. Что касается схемы, схема будет сейчас на экране. Вы ее видите, схема будет. И я ее оставлю в конце видео. Те, кто, девочки, вяжут, пожалуйста, схема очень простая, вяжите с удовольствием. Те девочки, кто не вяжет по схемам, приглашаю вас, вяжем, начинаем с первого ряда, с кольца амигуруми. Делаем на 2 пальчика вот так вот, оборачиваем, делаем кольцо амигуруми, придерживаем пальчиком, заводим крючок под первую нить, захватываем вторую нить, так, под первую, захватываем вторую нить и хватаем основную нить. Делаем закрепительную петлю. Все, мы закрепились на кольце амигуруми. Теперь мы будем делать с вами 8 пар столбиков с одним накидом, между ними 2 воздушные петли. Вы видите это на схеме. Делаем 3 воздушные в начале, которые заменяют нам один столбик с накидом. Накид на крючок. Так, нет, не накид, извините. Еще 2 воздушные по рисунку. Накид на крючок теперь. И провязываем 2 столбика с одним накидом. Столбик 1, столбик 2, 2 воздушные, накид, еще 2 столбика с одним накидом. Две воздушные. Вновь повторяем все то же самое. 2 столбика с одним накидом. Для начинающих девочек, я думаю, вы умеете вязать столбики с накидом, либо найдите обучающее видео. Это вот у нас половинка от первой пары. Мы закончим столбиком с накидом. И вот получается у нас 1, 2, 3, 4 мы провязали. Еще провязывайте 4 и встречаемся в конце ряда. Так, провязали и считаем. Смотрите, вместе вот с этими столбиками считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пар провязали. Так, столбик с накидом вот от 8 пары. Дальше делаем 2 воздушные петли и заканчиваем столбиком с накидом. Столбик, провязываем столбик с накидом. Так, теперь подтягиваем вот за этот хвостик от кольца амигуруми, затягиваем наше кольцо, придерживая, не порвите ниточку аккуратно, и в третью воздушную петлю делаем соединение. 1, 2, 3, находим нашу третью. Соединительная петля. Все, первый ряд окончен. Вот так вот он у нас
выглядит. Второй ряд. Теперь пробираемся вот сюда под дуги наши, не делаем никакой воздушной петли, ничего, просто ныряем вот сюда по 2 воздушные, делаем соединительную петлю, закрепились на дуге, делаем 3 воздушные. Раз, два, три, которые заменяют нам столбик с одним накидом. Накид на крючок сюда же по 2 воздушные вяжем столбик с одним накидом раз, столбик с одним накидом 2. Всего у нас получилось 3 столбика, 2 воздушные и еще сюда же 3 столбика с одним накидом. Столбик раз, два и 3. Далее следующие 2 воздушные петли. Вяжем точно такое же сочетание столбиков. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 3 столбика с одним накидом. Провязываем. Раз столбик с одним накидом, 2, третий сюда же, 2 воздушные и еще 3 столбика с одним накидом сюда же. Раз, два, 3. Вот таким вот образом у вас должно получаться. Заканчиваете до конца. Мы связали 2 вот таких вот, как их назвать, кластера, или как это их называют, ну, в общем, элемента, я скажу. 2 элемента связали, а надо всего 8. Проходитесь дальше под 2 воздушные и провязывайте еще 6 элементов. Встречаемся в конце второго ряда. Провязали второй ряд до конца. Закончили полностью наши элементы, и нам теперь надо соединиться. И я перейду сразу на ниточку другого цвета, это последний третий ряд, и мне надо перейти на ниточку вот такого вот цвета, как и у меня у всех бабочек. А вы смотрите, вы можете либо продолжить вязать вашим цветом, либо тоже перейти на какую-то нить другого цвета. Для этого я ныряю в третью воздушную, подхватываю ниточку другого цвета, оставляю кончик, чтобы потом его заправить, подхватываю нить, затягиваю в петлю и в следующую петлю. И делаю воздушную. Все, закрепились на нашей бабочке. Так, и вяжем дальше. Значит, пробираемся теперь по 2 воздушные петли. Третий ряд у нас. Делаем соединительную петлю в следующий столбик. Так. И по 2 воздушные делаем соединительную петлю. Вяжем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 воздушные, 2 накида на крючок делаем. Сейчас мы будем с вами вязать по 5 столбиков с 2 накидами под 2 воздушные петли. 1 столбик у нас уже есть, еще 4 столбика с 2 накидами нам надо провязать. Сделали 2 накида на крючок, ныряем. Провязываем первый накид, второй накид и завершаем столбик. 2 накида, вновь ныряем, провязываем 1 накид, 2 накид и завершаем столбик. 3 столбика, 4, 5, 3 воздушные, 1, 2, 3, 2 накида и еще 5 столбиков. Так вот сдвиньте немножечко, чтобы поместились у вас еще 5 столбиков. И провязываем еще 5 столбиков с 2 накидами.
5. Готово. Провязали. Вот такой вот элемент у вас должен получиться. 5 столбиков с 2 накидами, 3 воздушные и 5 столбиков с 2 накидами. Далее мы присоединяемся столбиком без накида вот между нашими вот этими элементами вот сюда. Еще раз посмотрите, вот наш первый элемент, куда мы связали, и вот второй элемент. Между ними вот здесь вот нам надо присоединиться вот сюда столбиком без накида. Присоединились. Все. Далее вновь 2 накида на крючок. И под следующие 2 воздушные вяжем то же самое. 5 столбиков с 2 накидами. Три воздушные. И еще 5 столбиков с 2 накидами. Вот таким вот образом. Провязывайте, пожалуйста, до конца ряда и встретимся в конце ряда. Провязали до конца 3-го ряда. И теперь вот сделали 5 столбиков. Находим вот здесь в начале, да, вот у нас между элементами есть место. Сюда ныряем, провязываем столбик без накида. Я надеюсь, вы не забывали между элементами вязать столбики без накида, присоединяться таким вот образом. Если забывали, то перевяжите, пожалуйста. Но надеюсь, вы не забыли. И соединяемся в 4-ю воздушную петлю соединительным столбиком и делаем закрепительную петелечку еще раз. Вот так. Оп. Ниточку вытягиваем. Мы ее потом заправим и обрезаем ниточку. Так, ну вот, посмотрите, ниточку обрезали. У нас осталась нить наша, вот эта голубая, которую я вязала. И теперь нам необходимо сложить нашу бабочку. Еще раз давайте подтянем серединку. Подтягиваем вот так, чтобы кольцо более вот так вот сузилось. Так, и теперь вот эти 2 хвостика беленьких оставляем в покое. Складываем, берем нашу вот эту основную ниточку, складываем нашу бабочку вот так. Вот у нас такой цветочек якобы получился, да? И наши 4 вот эти лепесточка складываем с другими 4 лепесточками. Вот так. И получается наша бабочка. Этот хвостик мы тоже заправим, пока его оставляем в покое. Вот наша нить, вот это основная наша ниточка. Если хотите, можете взять другой цвет нити, например, коричневый, сделать коричневым цветом серединку или, например, зеленым цветом сделать серединку. Тут уже по вашему усмотрению. Теперь нам необходимо подавать ниточку снизу, да. Итак, вот сложили мы нашу бабочку, да, вот таким вот образом. И теперь смотрите, вот наш столбик без накида, который мы вязали, мы сюда вставляем крючок. Вот наша ниточка отсюда выходит. И вот тут тоже есть столбик без накида. Мы вот сюда ныряем, подхватываем нить, протягиваем сюда и сюда. Вот на эту сторону. Дальше вновь проходимся уже по середине нашей бабочки. Тут несколько стежков нам надо сделать. Ныряем насквозь, подхватываем ниточку, вытягиваем и делаем соединительный столбик. Дальше вновь ныряем, подхватываем нить, делаем соединительный столбик. Соединяем, да, нашу бабочку. Ну, еще один давайте сделаем вот сюда, в серединочку. Делаем соединительный столбик. Вот таким вот образом мы соединили с вами.
нашу бабочку. И теперь нам надо сделать усики. Я все тем же цветом нити. Вот я и в этой бабочке делала зеленые усики. И у меня получаются усики того цвета, как у меня и серединка. Но еще раз повторюсь, вы можете сделать как хотите. Можете сделать и другим цветом нити, чтобы они выделялись, например. Итак, для усиков я делаю 10 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Во вторую петлю от крючка, да, вот этот столбик мы пропускаем, а вот в этот, вот этот пропускаем, а в следующий делаем соединительный столбик. Всего у нас будет 9 соединительных столбиков. 2, 3. Ну, тут опять-таки все очень индивидуально. 4. Сколько хотите. Можете меньше делать усики, можете больше делать усики. Как вам захочется, как вам понравится. Можете вообще не делать усики. Так. И теперь я закрепляюсь подсоединительные столбики, которые мы провязывали на бабочке, на самой бабочке. Вот так вот закрепляюсь. И вновь 10 воздушных. Второй усик. Так, готово. И вновь присоединяемся к бабочке, к самой соединительным столбикам. Вот таким вот образом. Так, давайте посмотрим на наши усики, что у нас получилось. Вот наши усики. Такие. Может быть и великоваты, можно сделать и поменьше. Вообще бабочку можно крахмалить, конечно же, накрахмалить ее крылышки. Она тогда расправится, будет вот так красиво выглядеть. Вот. Ну и усики, когда накрахмалятся, их можно выложить как-то, чтобы они немножечко по-другому стояли. Вот так. Все, вот такая чудесная бабочка. Крылышки. Вот. Очень легко, просто. Вы сами убедились в этом, да? Можно буквально за считанные там за полчаса, и у вас бабочка готова. Так, и теперь нам нужно связать, я буду вязать, чтобы вот эту петелечку, чтобы можно было либо на сумку, либо сделать гирлянду. В общем, я буду вязать, ну, скажите, как это называется, вот эту вот петлю. Вот саму вот эту вот петелечку, на которой висит бабочка. Тут уже количество вот этих воздушных петелек в зависимости только воздушные петли. Все, никаких соединительных потом мы не идем. Провязали, у меня тут, по-моему, я вязала на 60, либо на 70. И соединяемся. Так, теперь только нам надо посмотреть. Вот мы сейчас находимся... Ой. Мы сейчас с вами находимся возле усиков, а я вот туда переворачиваю вот так, ныряю за усики, вот под любую петлю. Ныряю, вот, чтобы закрепиться и связать вот эту нашу веревочку. Веревочку, что если мы захотим на сумочку, например, да, чтобы у нас была веревочка. Можно, конечно, и просто взять вот эти вот, купить для обвесов. Так, и вот вяжу я, короче, воздушными петельками вяжу веревочку. Ну, у нас будет, как бы можно купить и сделать вот эти для обвесов такие штучки, разные всякие продаются. Но у нас будет вообще, это просто, ну, у нас остатки ниток, да, и с остатков ниток мы сделаем вот такое чудесное украшение для сумки. Ну, я думаю, что, ну, вы, конечно, решайте сами, как надо вам это или не надо вам это.
покупать. Я думаю, что в данном случае это не обязательно. Вот такая воздушная наша бабочка, воздушная веревочка. Вот. Я даже, если честно, и не считаю эти петельки, я просто вот так вот их вяжу, и все. Потом примеряю, насколько. Маловато еще продолжаю вязать. Ну, сантиметров 10, а то надо, а то и больше, чтобы бабочка хорошо на сумке висела. Все, достаточно. И опять вновь соединяюсь вот здесь, вот как закончила вязать. Вот, да. Опять вот сюда ныряю под петельку и делаю соединительный столбик. Вот так. Закрепительный столбик. Вытягиваю ниточку достаточно длинную для того, чтобы потом ее иголочкой заправить. Ну и вот все, мы бабочку связали, все у нас готово, и усики, и веревочка для обвеса, все готово. Сейчас еще хочу вам показать, например, вот наша веревочка для обвеса, да. Мы, если у вас есть бусинки какие-то, например, можно какими-то бусинками вот здесь украсить. Но у меня саму веревочку украсить. Можно, кстати, тут украшать тоже бусинками какими-то. Но у меня в данном случае толстые нитки. И на толстых нитках, конечно, бусинка вряд ли пролезет. Только если какая-то большая бусина, например, деревянная какая-то бусинка с большими отверстиями. Поэтому вы тоже это имейте в виду. Я имела в виду, что имейте в виду, какими ниточками вязать, если вы хотите украсить бусинками. Вот это такие вот деревянные бусинки. Вот у меня покрашенные деревянные бусинки. Они есть покрашенные, есть не покрашенные. Вот такое отверстие вот мне подойдет. И в такое отверстие пройдет моя веревочка. Ну, давайте пока оставим их в сторону и заправим ниточки наши. Элементарным образом просто берем вот любую иглу. У меня даже вот просто трикотажная игла с большим ушком, потому что мне лень продевать мою толстую нить в тонкую иглу. Все вот это я делаю в данных бабочках, все очень просто. Вот все. Вот моя ниточка, например, беленькая. Я вот прохожусь по петлям. Несколько раз. Конечно, она толстовата, но как бы да, если не лениться и сделать все. Ну, мне просто не хочется, мне надо одеть очки, потому что я не вижу эти, как они называют, эти вот ушки, вот эти вот тонкие, чтобы попасть ниточками. Ну, девочки, мне кажется, что я много болтаю очень, вы понимаете, о чем я говорю. Каждый решает для себя сам, да. Я такую иглу использовала, вот и все. Все, вот заправила ниточку, обрезаю ее. Все время куда-то исчезают мои ножницы. Обрезаем. Все. И так заправляю все ниточки. Все ниточки заправляю. Их тут не так много. Так, ну вот все готово у меня. Ниточки я заправила, посмотрите. Вот, все готово. Все очень быстро и просто. Этого не стоит пугаться, что нитки нужно заправлять. Ничего страшного. Куда ж без этого в нашем вязании. Вот. Теперь вот эту вот веревочку, кстати, я бы рекомендовала еще ее немножечко. Ну, тогда посмотрите, как бабочка висит, если вот так веревочка. Немножечко ее, когда будете заправлять ниточки, немножко вот пришить к усикам, вот так, чтобы бабочка была более ровна, если она будет висеть на сумке в качестве подвеса. Вот.
И, конечно, я рекомендую бабочки крахмалить, но используя клей ПВА, например. Это сделать легко, просто. Берете клей ПВА, разбавляете водичкой и крахмалите бабочку. Опускаете туда бабочку, отжимаете, расправляете ее на ровной поверхности и даете ей высохнуть. Можно потом, когда она уже примет форму, и подвесить ее, чтобы она хорошо высыхала, и тогда она будет более такая вот, видны будут все ее красивости, как это сказать, все узоры вот эти видны будут, и она будет более ровно висеть на сумке, если это будет в качестве подвеса. Вот. Ну и теперь давайте оденем вот эти бусинки, то, что я говорила. Для этого нам понадобится крючок поменьше. Так, возьмем крючок поменьше, нам нужен крючок, который нырнет туда, да, вовнутрь. И вот вовнутрь бусинки. И вот теперь надо подобрать, какую бусинку больше хочется видеть в начале. Наверное, я сделаю по цвету. Она просто у меня этот цвет совпал. Я не специально подбирала, он у меня просто совпал. Так, вставляем крючок в бусинку, подхватываем нашу веревочку и протягиваем в бусинку. Вот так. До конца. Вот. Вот, кстати, бусинка придает, и тогда наша придает более такой жесткости веревочки, и тогда наша бабочка висит более ровно. И если ее еще накрахмалить, то тоже будет хорошо. Здесь нужно выбрать положение бусинки, как вот, чтобы не мешало усикам. Вот так вот. И дальше я украшаю, чередуя бусинки. Ой, неправильно делаю. Вначале бусинка, потом веревочка. Так, видите, не очень хочет. О, сейчас я поврежу свою веревочку. Надо очень аккуратно это делать, потому что, да, видите, я уже немножко здесь повредила. Вот так. Вот так очень нежно получается голубой с розовым. Вот. И, наверное, я не стану добавлять сюда желтый цвет. Я еще прочередую, одену вновь. Голубой. Вот 3 бусинки, да? Вот таким вот образом. Думаю, достаточно. Вот. Можно и дальше продолжить. Можно немножечко вот так сдвинуть. Они будут повыше. Немножко вот так вот бусинки. И будут видны из-за усиков. Вот так. Таким. Хорошо. Красиво получилось. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела вам показать. Как вы понимаете, украшать можно и, например, у меня там где-то я положила вам показать, но я думаю, вы знаете, и жемчужные бусинки существуют. Но еще раз повторюсь, если в зависимости, какими ниточками вы будете вязать. Если ниточки у вас потоньше, то в то отверстие. Сейчас я все-таки покажу вам эти бусинки. Ну вот, например, вот такой вот жемчуг у меня. И посмотрите, какие здесь тонкое отверстие. Сюда никак, ну вот никак не пролезет такая толстая веревочка. По сравнению вот с этой бусинкой, конечно, да. Вот эта бусинка и вот эта, видите? Поэтому я и говорю, если вы хотите, например, украшать вот такими, то, соответственно, и подбирайте ниточки, чтобы залезли такие бусинки. Вот. Ну, и они, конечно же, любой цветовой гаммы бывают. И вообще много, есть и металлические, разные всякие. Все, дерзайте, творите, вяжите.
придумывайте, и у вас получатся вот такие чудесные бабочки. Пусть они вас радуют. Украшайте свои вещи, украшайте свой дом, и пусть они вас радуют. Вот, своим внешним видом, и не только вас, дарите их друзьям. Как я говорила уже, можно и рабочее место украсить свое на работе, просто повесить бабочку, ну, пускай радует глаз, подарить своим коллегам. Ну, это такая мелочь, такая, мне кажется, очень-очень приятная вещь, сделанная своими руками. Ну, все, на этом я с вами прощаюсь. Положу сюда и 4-ю бабочку. Вот у меня пока их 4. Я, наверное, еще свяжу пару штучек. И хочу, чтобы они остались и для украшения дома, и какую-то из бабочек на сумочку себе обязательно сделаю подвесом. Вот такая красота у нас с вами сегодня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Вяжите с удовольствием. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем здоровья, мира, любви. Берегите себя. Всем пока-пока. С вами была ваша Наташа.